Приветствую на канале ID90. Сегодня мы применяем наш инженерный подход к тому, что находится внутри наших компьютеров и смартфонов. Мы разберем, почему наш мир стал кремниевым, как мы прошли путь от огромных горящих ламп до холодных чипов, и почему смена архитектур вроде Apple M-серии – это не уловка маркетологов, а красивая физика. Технологии, какими бы сложными они ни казались со стороны, это совсем не страшно. Это просто логика, которую мы сейчас разложим по полочкам. Давайте погружаться в историю и аналитику. Оглянитесь вокруг. Ваш смартфон, ноутбук, бортовой компьютер автомобиля, умные часы и даже контроллер в вашей стиральной машине – это все управляется камнем. Точнее, песком. Чтобы создать мозг современного гаджета, обычный кварцевый песок очищают до сумасшедшей степени 99,7% чистоты. Ни одной лишней песчинки на миллиард атомов. Затем из него выращивают идеальные монокристаллы, похожие на гигантские серебристые пули, весом под 100 килограммов, и нарезают на тончайшие зеркальные пластины. Это и есть фундамент нашего мира. Но чтобы прийти к этому изящному решению, инженерам пришлось пройти через настоящий технологический ад. В середине 20 века вычислительная мощность измерялась десятками кубометров пространства и мегаваттами энергии. Основой логики тогда были вакуумные стеклянные лампы. Они работали как обычные выключатели, пропускали ток или останавливали его, создавая те самые машинные нули и единицы. Но у ламп были фатальные проблемы. Они были огромными, потребляли дикое количество электричества, выделяли невероятное количество тепла и постоянно перегорали. Компьютеры тех лет буквально светились и грелись, как гигантские печи. Инженерам приходилось бегать вдоль этих шкафов с тележками запасных ламп, чтобы машина не останавливала вычисления. С этим временем связана знаменитая история. В 1947 году выдающаяся женщина-ученый и контр-адмирал флота США Грейс Хоппер, работая с компьютером Марк II, обнаружила, что контакты одного из электромеханических реле замкнуло. Причиной оказался реальный, живой мотылек, который залетел на свет и тепло ламп. Грейс аккуратно достала его пинцетом, вклеила в рабочий журнал и подписала: первый фактический случай обнаружения жука. Так в IT-индустрии навсегда закрепились термины баг – жук и дебаггинг – отладка. Технологиям срочно нужен был спаситель. И он появился. В конце 1947 года в лабораториях Bell Labs создали первый транзистор. Выглядел этот гадкий утенок совершенно неэстетично. Кусок кристалла, пластиковая подставка, золотая фольга и пружинка. Но этот крошечный элемент делал все то же самое, что и горячая стеклянная лампа. Он управлял током, только в нем не было ни вакуума, ни нитей накаливания. Он был холодным, надежным и миниатюрным. Тут возникает закономерный вопрос. Первые транзисторы делали из германия. Почему наша высокотехнологичная долина называется кремниевой, а не германиевой? У Германия был один критический недостаток. Он панически боялся жары. Только германиевый транзистор нагревался чуть сильнее обычного, около 70 градусов Цельсия, он терял свои свойства полупроводника и начинал пропускать ток во всех его направлениях. Возникало короткое замыкание. Для военных систем или бортовых компьютеров и ракет это был приговор. И тогда инженеры обратили внимание на кремний. Выбор кремния – это гениальная инженерная удача. Во-первых, доступность. Это второй по распространенности элемент в земной коре. Сырья буквально горы. Во-вторых, идеальная природная изоляция. Если кремний нагреть в среде кислорода, он покрывается тончайшей кристально ровной пленкой диоксида кремния. Это природный изолятор, по сути стекло. Именно этот изоляционный слой
позволил инженерам изобрести интегральную микросхему. Вместо того, чтобы паять тысячи отдельных транзисторов проводами вручную, они догадались печатать их вместе на одной плоской кремниевой пластине. Это навсегда изменило правила игры. Настоящая магия началась, когда инженеры догадались поместить на один кристалл всю логику компьютера. Так, в 1971 году появился первый в мире коммерческий микропроцессор Intel 4004. Но легендой стал не он, а его потомок – архитектура Intel 8080. Этот чип оказался настолько удачным, что породил целую индустрию клонов. Его скопировали все, кому не лень. Самым известным стал процессор Z80 от компании Zilog. В Советском Союзе выпустили свой точный аналог KR580 VM80A. Вы удивитесь, но микроконтроллеры, основанные на тех ранних архитектурах Intel, выпускаются и работают в промышленных приборах по сей день. Именно эти дешевые микрочипы запустили 8-битную революцию. До этого компьютеры были огромными, стоили миллионы долларов и стояли в закрытых научно-исследовательских институтах. Но благодаря массовой штамповке кремния технологии стали доступны каждому. Вспомните легендарные платформы, культовый ZX Spectrum, на котором выросло целое поколение программистов, был построен на том самом процессоре Z80. Приставки Dendy, они же NES или Famicom, работали на клоне процессора 6502. Легендарный портативный Game Boy тоже использовал гибридный чип на базе этой архитектуры. Первые массовые компьютеры IBM PC и Apple II – все это дети кремниевой революции. Вычислительная мощность переехала из секретных лабораторий прямо в гостиные и детские спальни. Кремний стал по-настоящему народным. Но как именно сегодня создают процессоры, в котором не тысячи, а миллиарды транзисторов? Это процесс фотолитографии, самое сложное производство за всю историю человечества. Мы буквально печатаем микросхемы на кристалле размером с ноготь. Чтобы нарисовать транзистор размером в несколько нанометров, обычный свет уже не подходит. Его длина волны слишком толстая, словно пытаться нарисовать портрет малярной кистью. Современные станки от нидерландской компании ASML используют экстремальный ультрафиолет. И вот здесь начинается чистая научная фантастика. Как получить такой свет? Внутри станка в вакууме падают микроскопические капли расплавленного олова. В каждую каплю стреляет мощнейший углекислотный лазер. Он делает это 50 тысяч раз в секунду. От удара лазера капля олова взрывается и переходит в четвертое агрегатное состояние вещества – плазму. Плазма – это ионизированный газ, который в момент вспышки нагревается до температур в десятки раз превышающих температуру поверхности Солнца. И именно эта раскаленная плазма испускает то самое невидимое экстремальное ультрафиолетовое свечение. Затем сложнейшая система самых гладких зеркал во Вселенной собирает этот свет и проецирует чертеж процессора на кремниевую пластину. Для понимания масштаба, ноготь на вашей руке растет со скоростью примерно 1 нанометр в секунду. А мы строим многоэтажные логические города, где элементы измеряются единицами нанометров. Если вы посмотрите на развитие компьютеров, то заметите, частота процессоров долгое время росла как на дрожжах. 100 МГц, потом ГГц, потом 3, 4, а потом мы уперлись в бетонную стену. Почему сегодня, спустя 20 лет, у нас нет чипов на 15 или 20 ГГц? Ответ физики безжалостен. Тепловая смерть. Каждый транзистор – это микропереключатель. Каждый раз, когда он меняет состояние с нуля на единицу, выделяется крошечная порция тепла. Когда у вас миллиарды транзисторов, переключаются миллиарды раз в секунду, что и означают эти гигагерцы. Чип начинает выделять больше тепла на квадратный сантиметр, чем сопло ядерного реактора. При попытке нарастить частоту в лоб, процессор просто расплавится.
Кроме того, мы подошли до квантовых пределов. Стенки транзисторов стали толщиной всего несколько атомов, и электроны по законам квантовой механики начали просто телепортироваться сквозь закрытые затворы. Это явление называется квантовым туннелированием. Возникают токи утечки, и процессор греется даже тогда, когда ничего не делает. Поэтому инженерам пришлось менять логику. Мы перестали растить одного сверхбыстрого работника и начали нанимать бригады. Началась эра многоядерных процессоров. Но и этого оказалось мало. И здесь мы подходим к главному технологическому сдвигу нашего времени. Появление чипов Apple серии M, а также новые архитектурные ответы от AMD и Intel. Исторически миром ПК правили процессоры архитектуры x86, Intel и AMD. Они строились по принципу CISC – сложный набор инструкций. Это универсальные тяжелоатлеты. У них огромная вычислительная мощь, но они громоздкие и требуют много энергии. В то же время в мобильниках развивалась архитектура ARM – RISC, сокращенный набор инструкций. Это как набор очень быстрых и острых скальпелей против тяжелого швейцарского ножа. Главной задачей ARM было экономить батареи. Инженеры Apple совершили радикальный, но блестящий шаг. Они взяли энергоэффективную мобильную логику, нарастили ей мускулы и применили подход SOC – System on a Chip – система на кристалле. Посмотрите на обычный ПК. Процессор, видеокарта и оперативная память живут в разных концах материнской платы. Чтобы нарисовать кадр в видеоредакторе, данные постоянно бегают туда-сюда по медным дорожкам. Это потеря времени и колоссальная трата энергии на транспортировку. В новых чипах все находится на одной подложке. Более того, у них реализована объединенная память. Процессору и видеокарте больше не нужно копировать данные друг для друга. Они буквально смотрят в один и тот же участок памяти одновременно. Именно поэтому вы получаете мощь тяжелой рабочей станции в тонком ноутбуке, который при этом вообще не нуждается в воющем вентиляторе. И сейчас остальные гиганты рынка не стоят на месте. Intel и AMD тоже перестраивают свою архитектуру. Внедряя чиплеты, они склеивают разные вычислительные блоки вплотную друг к другу на одной подложке, чтобы сократить пути передачи данных и не отставать в этой гонке за энергоэффективностью. Кремниевый мир – это абсолютный триумф человеческой мысли. Из обычной грязи под ногами мы создали структуры сложнее, чем любой мегаполис на планете. И хотя сейчас мы подошли к самим границам физических возможностей кремния, инженерный подход всегда найдет элегантный обходной путь, будто новая компоновка чипов, переход на оптику, где данные передаются светом, или новые материалы вроде графена. Технологии – это не магия для избранных, это логика, история проб и ошибок, помноженная на законы физики. Я надеюсь, что теперь внутренности ваших компьютеров перестали казаться чем-то непонятным, и вы видите ту эстетику, которая скрыта внутри. Не бойтесь заглядывать под капот сложных технологий. Экспериментируйте. С вами был канал ID90. Увидимся в следующих видео.